Финал 6-го сезона уже очень и очень близок, и данный 6-й сезон Леди Баг Суперкот оказался очень и очень насыщенным на все возможные тайны, загадки, сюжетные повороты и интриги, которые рано или поздно должны перейти к своему апогею. Но вот осталось дождаться выхода лишь 2 финальных эпизодов 6-го сезона, а вопросов, на которые мы хотим получить ответы, огромное количество. И конечно же не все эти ответы мы получим. Поэтому, чтобы не расстраиваться и не завышать ожидания, давайте разберем, какие именно темы должен раскрыть финал 6-го сезона, а какие интриги, тайны, враги и подобное останутся на будущие сезоны и истории. Обязательно поставьте лайк этому видео, если уже не терпится наконец-то увидеть грандиозный финал 6-го сезона. Ну а пока что, я думаю, не преувеличу, если скажу, что самое главное ожидание у всех от финала 6-го сезона связано именно с главной злодейской персоной – Лайлой Росси. Конечно, речь идет не о ее тайном прошлом, объяснении связи с Томэцуруки и подобное, но как минимум ответ на вопрос, что она хочет, и конечно же раскрытие ее хамелеонских тайн. И под этим я подразумеваю ту самую реалистичную теорию, которая говорит нам о том, что Лайла умеет превращаться в любых людей, как хамелеон, меняя свой внешний вид, как она же, будучи аккуматизированным злодеем-хамелеоном, делала то же самое. 6-й сезон не раз намекал на эту особенность, и моментами мы даже могли находить тех самых загадочных людей в массовке Парижа, которые больше не ведут себя загадочно. И раскрытие этой тайны в финале 6-го сезона ответит на очень многие вопросы. Что за блокноты, в которые она бесконечно что-то записывает? Почему авторы заявляли, что Лайла будет всегда рядом с нашими героями? Хотя на первый взгляд этого не происходит, и Лайла всегда была в тени. Ну и конечно же это будет супер неожиданным поворотом сюжета, на который также намекают авторы, в духе моей теории с прошлого видео, где я предполагал, что Ван Чен из трейлера это и есть Лайла, просто в образе родственника из Китая. Конечно же дополнительно к этому хочется и узнать, то самое любовное письмо для Макса Канте. Это тоже часть ее плана на финал 6-го сезона? Или все-таки удочка на будущие истории? С одной стороны, это было сделано не просто так и должно иметь профит для Лайлы. С другой стороны, это может стать частью будущей и важной истории Макса из 7-го сезона. А вот продолжение истории персонажа Лукико Фэна мы точно не увидим в финале 6-го сезона. И я хочу напомнить, что он не просто появлялся на полэпизода, поразговаривать по душам с Маринет. С ним связан один из самых непонятных и загадочных моментов всего 6-го сезона. Напомню, что в момент, когда он узнал, что монархом был Габриэль Агрест, это как будто бы полностью перевернуло в его голове представление реальности. Будто бы это был настолько важный пазл, с помощью которого Люка собрал шокирующую картину в голове. И единственное, что он мог сделать в этой ситуации, попросить сережки божьей коровки у Леди Баг. И я очень сомневаюсь, что такая резкая, сбившая его весь рациональный и взвешенный настрой реакция могла быть просто из-за какого-то незначительного нюанса. Нет. Он понял нечто такое, где самым лучшим решением было использовать талисман божьей коровки, вопреки желанию самой Леди Баг. Ответ на этот вопрос мы получим в будущем, но точно можно сказать, что возвращение Луки мы ожидаем в будущем бразильском спешле, который обещает выйти в свет в 2027 году. Но финал 6-го сезона обойдет стороной нашего любимого психолога Мира Мираклус. А вот я не мог обойти важнейшую тему и не разобрать главный факт Мира Мираклус. Кто тот самый виновник наибольшего количества аккуматизаций? Лайла? Хлоя? Боброт? Вы не знаете ответа на этот вопрос, поэтому я его рассказал в новом эксклюзивном видео только на моем бусте. Но это мелочи по сравнению с тем, что мне пришлось очень и очень серьезно поговорить с самым красивым реакционером в мире под ником Сенсиви в нашей уже прижившейся рубрике Радио Лайра и Бэмакса. Все это и более 30 эксклюзивных видео доступно только по ссылочке в описании. Есть одна важнейшая тайна, которая проходит и развивается в течение всего 6-го сезона, самой первой секунды. Ложь Леди Баг и письмо Габриэля Агреста. По всем законам сторителлинга, именно эта важнейшая часть сюжета сезона должна получить свой апогей в финале. Это не просто будет раскрывшаяся тайна. Маринет в течение всего сезона 10 раз собиралась рассказать тайну и 10 раз сомневалась в гуманности этого решения. Из эпизода в эпизод этот вопрос поднимался, и чем дальше, тем хуже от этого было самой Маринет. Из маленькой тайны, маленькой лжи, созданной исключительно во благо любимого человека, создается огромный и уже неподъемный камень в душе Маринет. Идти с ним дальше в 7-й сезон она не может. Узнает ли Адриан сам? Расскажет ли ему кто-то или сама Маринет? Неважно. Правда всплывет наружу, и она будет очень горькой.
А вот что точно останется в тени, так это та самая секретная организация или The Kingdom. Она не раз появлялась в 6-м сезоне и каждый раз напрягала нас своим поведением все больше и больше. Сколько теорий, сколько тайн вокруг этого. Но что точно нам стало ясно в течение 6-го сезона, это общество анонимных недоброжелателей сидит в тени и особо не высовывается. По крайней мере, явно в свет. Почему я считаю, что не стоит ожидать какой-то важной роли секретной организации в финале 6-го сезона? Есть подозрение, что их скрытый образ существования – это следствие той самой лжи, которую Леди Баг озвучила всему миру. Как будто пока сказка о герое Габриэля Агреста живет в умах людей, они не могут действовать резко и агрессивно. И работают аккуратно. Допустим, через Ноя Люксуса, который выкупает бренд Агреста, а также затачивая зуб на мэра Бюсте. Но самое главное, продолжают пытаться раскрыть тайную личность Леди Баг и завладеть ее талисманом. К этой задаче подключили Томоэ Цуруги и Натали, который знает ответ на эту тайну, но скрывает. Раскрытая тайна настоящей сущности Габриэля будто бы является отличным поводом повернуть сюжет так, что Натали, которая рассчитывала на счастливую жизнь с счастливым Адрианом, полностью лишается этого после того, как ложь про Габриэля всплывает наружу. И вопрос, а что будет ее сдерживать от того, чтобы не отомстить Леди Баг за разрушенную окончательно жизнь? Но пока что это лишь очень смелые теории, но факт того, что Томоэ Цуруги пытается разгадать тайную личность Леди Баг, мы видели в самом 6-м сезоне. К этой авантюре была подключена и Лайла, и тут вот интересные переплетения получаются. Томоэ – член секретной организации, который хочет узнать тайную личность Леди Баг ради ее сережек. При этом Томоэ работает с Лайлой, нашим новым бражником, который также хочет узнать тайную личность Леди Баг ради ее сережек. Но при этом Лайла, по предварительным данным, никак не связана с секретной организацией. И вопрос, и зачем тогда Лайле помогать Томоэ? Но только если их не объединяет нечто большее. Эта тема также не раз поднималась в 6-м сезоне. И, наверное, вы уже наслышаны о моей смелой теории, которая гласит о том, что Лайла – это приемная старшая дочь Томоэ. И вот именно эти тайны хочется увидеть в финале сезона, или получить хотя бы более ясный намек. Томоэ Цуруги, какова ее роль в сюжете, какие у нее мотивы и какой ее следующий шаг. Но мотивы Темного Карателя мы пока не знаем, ведь он ушел в тень и пока что не появляется в свет. Конечно же, речь идет о Темной Весперии, или правильнее, ее альтер-эго – Ярость. Появление такого серого супергероя Парижа стало очень неожиданным и крутым сюжетным поворотом. Но как быстро она появилась, так быстро и ушла в тень. Казалось бы, точка поставлена, но несмотря на все моральные наставления, Зои Ли не отказывается от ярости, она просто отложила ее на особый случай. Этого случая не стоит ожидать в финале 6-го сезона, но уж поверьте, мы еще увидим темную версию Весперии, и это обещает быть крутой сюжетной аркой персонажа Зои Ли. Но, как по мне, это самые главные темы, на которые должен и не должен отвечать финал 6-го сезона Леди Баг и Суперкот. Конечно же, не стоит забывать, что 6-й сезон — это старт новой глобальной арки сюжета Леди Баг. А значит, многие важные моменты были лишь введены в сюжет в этом сезоне и не обязаны быть раскрытыми даже наполовину. Но некоторые темы как будто бы важно раскрыть именно в финале 6-го сезона. Прав ли я в своих суждениях или нет, покажет 1 и 8 августа. Ведь именно в эти даты мы ожидаем увидеть финал 6-го сезона. А пока что у вас есть еще время поразмышлять и написать в комментариях то, что по вашему мнению должно появиться в финале 6-го сезона, а какие темы или сюжетные арки должны быть отложенными и развиты в дальнейших сезонах шоу. И вот чтобы точно ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе всего самого интересного по миру Miraculous Lady Bug. А я обращаюсь ненадолго. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!